Глава 16. Повесть о том, как премудрый Рамуил доказал вельможам и мудрецам ниневитским достоверность проповеди Ионы. В то время, как город Ниневия укращался проповедью Ионы, был в нем некий богатый человек именем Мерхий, бесщадный во плоти своей. Меж тем, как Иона проповедовал, он пригласил некоторых вельмож на пир. Было приглашено и несколько премудрых в делах науки. Пришли на сей пир также и 7 мужей-мудрецов. Сидя за трапезой, каждый говорил свое слово о проповеди Ионы. Как это возможно, чтобы погиб город сей? Услыхав сие, другой мудрец отвечал и сказал всем людям за трапезой сидящим: «Мужи, братья, вот премудрость моя действием своим умудрила меня в таком деле. Если поставить на высоком месте магнит в 50 литров, то он в силах будет удержать 500 литров железа». Отвечали все люди мудрецу: «Это невозможное дело». Сказал мудрец: «Это невозможно для человека, но возможно проповеди Ионы осуществить сие дело». То есть, если человеку невозможно поднять магнитом 500 литров железа, то невозможно верить и проповеди Ионы. А если возможно, то, несомненно, и грядущая кара Божия, возвещаемая Ионой. Услыхав сие, другие мудрецы позавидовали и отвечали сему премудрейшему, требуя, чтобы он истиннейше доказал им достоверность проповеди Ионы, ибо никак не может быть это дело. Отвечал премудрый и сказал: «Возможно, есть, то есть доказать этим путем, и сотворю сие». 24 именитых мужа возражали этому мудрецу и в споре опровергли его. При этом споре еще больше стали завидовать ему мудрецы и переглянулись друг с другом. «Говорим, и сделали условный знак, да сотворят дело сие». Сотворили же его с искусством и премудростью. Вознесли мудрецы магнит на высоком месте и повелели, что произошло это дело на самой высокой вершине. Мудрецы поставили магнит на самом высоком месте для того, чтобы подвергнуть железо действию воздушной стихии, чтобы никоим образом не мог магнит удержать железо. Окончили это дело, было положено железо пред магнитом. Схватил его магнит, поднял его, и как ни кончал ветер, магнит вместе с железом, железо от магнита не отрывалось. Наконец оторвалось, но не вследствие качания ветром, а потому, что заржавело железо. Тогда премудрый схватил его, очистил, и опять железо было принято магнитом, как прежде. Тогда возобновил премудрый сей речь о проповеди Ионы и говорил с великим гласом: «Мужи, ниневитяне, видите, как снова удержал магнит железа? Ибо в силах магнит не только 500 литров железа поднять, но в силах и 500 тысяч литров удержать,
лишь бы не имелось ни на каком куске ржавчины, потому что ржавого железа магнит не принимает. И опять взывал, говоря: «Мужи ниневитяне, братья, воньмите примеру сему, который я представил вам к проповеди Ионы. Не словом говорю вам сие, но представляю вам и делом, дабы вы поняли, что проповедь Ионы есть истиннейшая. Железо – суть люди огражденного града сего, магнит есть Бог. Чистейший держит лишь чистых людей, равно удерживал Бог и град сей, но потом осквернились люди града, и оставил их Бог в погибель. Как я, преуспев, очистил железо и принял его магнит опять, так и Иона очистил нас от ржавчины проповедью покаяния, предпоставив нас пред Богом Вышним, и опять принял нас Бог, как и раньше». Услыхав ниневитяне премудрость, которую Он предоставил им через доказательство словом и делом, согласились с Ним и подивились уму Его. Однако завистливые мудрецы, увидав, как вняли мудрецу ниневитяне, позавидовали еще больше и, соделав всевозможные козни, убили благословенного Рамуила.